Вкладыши с качественным звучанием, поддержкой фирменного приложения, предустановками звучания, легкой и плотной посадкой, диафрагмой на 13,4 мм, мультипоинтом до 2 устройств и отличным временем автономной работы до 27 часов вместе с боксом. Обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к беспроводным наушникам под названием Honor Earbuds X5. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в белой небольшой упаковке, на которой есть изображение, название и краткая характеристика модели. Все как мы любим. В комплекте мы имеем сам бокс, вкладыши и краткое руководство, а вот кабеля для зарядки не положили. Хотя я надеялся, что может быть чехол кто-то начнет запихивать в упаковке, а тут даже кабеля нет. Сколько вес одного наушника вы видите на экране, все в пределах нормы, габариты бокса вы тоже видите. Звуковод здесь овальной формы и размеры вы также можете наблюдать. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого разыгрывается еще смартфон Honor Magic 5 Ultimate. Условия по ссылке в ролике в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Огромное спасибо всем за просмотр и за подписку, кому не лень подписаться. Перейдем же к беспроводным наушникам. В продаже имеется только белая расцветка. Зарядные боксы изготовлены из глянцевого пластика, тактильные материалы неплохие. Но потертости и царапины бокс собирает моментально. Хорошо, что на Алиэкспрессе есть различные кейсы под бокс. В кармане бокс не мешается, на корпусе расположили название производителя, кнопку для сопряжения, разъем Type-C и LED-индикатор. Открыть одной рукой крышку бокса можно без проблем, крышка в открытом состоянии фиксируется, за что плюс. Шарнир пластиковый, но люфт у крышки отсутствует, это хорошо, да и в целом сборка данной модели лично меня удивила и порадовала. Внутри находится краткая информация мелким шрифтом и 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом, ничего не поменялось. Наушники в боксе слегка гуляют, если попытаться их вытряхнуть с закрытой крышкой бокса, то нужно будет приложить немало усилий, либо по-другому сказать много, сложно их вытряхнуть. Извлекать наушники проблематично, так как они скользкие. Переходим к наушникам. Изготовлена данная пара, как мы не любим, из глянцевого пластика. Дизайн обыкновенный, но, как по мне, ножки сделали слишком длинными. Несмотря на то, что это способствует лучшей передаче звука через микрофоны, решение такое себе. Посадка комфортная, сидят наушники в ушах хорошо и дискомфорта не доставляют. Из ушей выпирают они не сильно, во время пробежки они у меня не выпадали, но их приходится поправлять, что неудивительно. Далее на корпусе расположили 2 контакта для зарядки, микрофоны с технологией шумоподавления окружающего шума, маркировку Left и Right и сенсорную область. Из тапов на борту play, пауза, переключение треков, вызова голосового ассистента, ответ, сброс вызова и регулировка громкости. Одиночного тапа нет и ложных срабатываний у меня не было. На тапы наушники откликаются хорошо, минус за то, что использовать все команды нельзя. К примеру, если поставить play-паузу на команды, то переключать треки можно будет либо к предыдущей композиции, либо к следующей. Команды сопровождаются системными звуками, летим дальше. Оснащены наушники Honor Earbuds X5 динамическими драйверами на 13,4 мм с подвижной катушкой. Заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают, но переподключение с задержкой звука, что нехорошо. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, фирменная анимация в наличии, только в паре со смартфоном Honor или Huawei, с остальными нет. Плюс за то, что есть полноценный мультипоинт до 2 устройств и датчики обнаружения уха, которые можно включить или выключить в приложении. Вот за это отдельное спасибо за возможность это дело отключать. Отключение автопаузы — это всегда хорошо. Бокс имеет аккумулятор на 410 мАч, а один наушник 30 мАч. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 26 минут, а наушников около часа, не больше. Беспроводной зарядки у бокса нет, время автономной работы по кодеку AAC на 80% громкости составляет, по моим тестам, 4 часа 15 минут, что является не лучшим результатом. Но лично для меня его достаточно. Автономность, к слову, как у Vivo iQOO TVS Air Pro. Далее, данная модель не имеет какого-либо стандарта водонепроницаемости, что, конечно, я отнесу к минусам, но за эти деньги неудивительно. Honor Earbuds X5 подключается к приложению под названием iSpace. У меня лично они подключались с трудом, не с первого раза. Приложение на русском языке, работает оно неплохо, исключая подключение этих наушников. На стартовой странице с наушниками имеем заряд наушников и бокса по отдельности, что удобно ко всему в процентах. Настройка мультипоинта, эквалайзер с 4 предустановками, настройка управления, поиск наушников и выключение-включение датчиков обнаружения уха. Обновить прошивку возможность есть, и мне обновления уже прилетали. Bluetooth версии 5.2, из кодеков на борту только SBC и AAC, связь со смартфоном они держат хорошо, через 2 стены не отваливались. Но фризы изредка проскакивали. Задержка на YouTube приемлемая, а вот в играх задержка заметна. Играть можно, но не сказал бы, что комфортно. Примеры вы сейчас, разумеется, как всегда увидите на экране.
Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума отрабатывают не столь плохо, как я предполагал. Перегруз есть, но не сильный, как и искажение голоса. Примеров сейчас услышите. Пример работы беспроводных наушников Honor Earbuds X5, во всяком случае их микрофонов. И хочу отметить такую вещь, что у Honor наушников в принципе в линейке плохих не было. Я во всяком случае таких не помню. Да, у них были определенные проблемы, они никогда не были супер флагманскими с одной стороны. С другой стороны, их стоимость всегда адекватна, материалы классные, сборка классная, и в целом упрекнуть их в чем-то нельзя. Напишите, кстати, у вас когда-нибудь были хоноровские наушники или нет. Звучание. Запаса громкости мне лично достаточно, но однозначно они не очень громкие. Я прослушивал музыку не выше, чем на 80% громкости. Стоковое звучание со стандартной предустановкой звучания неплохое. Учитывая форм-фактор и цену, данная пара имеет приятные верхние частоты, неплохо проработанную середину и легкие басы. Они не мощные и не глубокие, что очевидно, но есть. Звучание имеет среднюю сбалансированность, как и детальность. В общей картине звучание Honor Earbuds X5 мне понравилось. Даже учитывая стоимость, я бы сказал, звук здесь очень даже качественный за эти деньги. Из минусов: нет водонепроницаемости, нет возможности настроить полноценно тапы, приложение периодически работает некорректно, были проблемы с подключением наушников к приложению, скользкий корпус наушников, бокс быстро собирает потертости, длинная ножка и малое время автономной работы. Опять же, относительно малое. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Всем огромное спасибо за просмотр. Резюмирую. Беспроводные наушники Honor Earbuds X5 хороший выбор для вкладышей с приятным звучанием, наличием полноценного мультипоинта до 2 устройств, датчиками обнаружения уха, поддержкой фирменного приложения, и в принципе в них все есть. От меня девайсу однозначное да, и еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.